Во вторую часть Silent Hill я впервые поиграл еще в юном возрасте, спустя примерно 2 или 3 года после ее выхода. Помню, в ту ночь за окном шумел дождь, и, сидя в комнате в полном одиночестве, я как завороженный проходил игру на своем старом пузатом телевизоре. Сложно передать, что я чувствовал тогда, но это было что-то по-настоящему удивительное. Игра вызвала настолько сильные эмоции, настолько вовлекла в свой мир и задела в душе что-то очень важное и личное, что я уже не мог оторваться от нее. А потом, во время титров и после них, я еще какое-то время сидел вот прямо так перед телевизором в полутьме, слушая шум дождя и погружаясь в поток своих мыслей и воспоминаний. Даже не знаю, какой бы был эффект, если бы я проходил эту игру при других обстоятельствах и условиях. Думаю, что впечатления были бы совершенно иные. Как говорил старина Дач с канала Дач Гекко, нельзя вот так просто в солнечный беззаботный летний денек засесть за Silent Hill'ом и с лучезарной улыбкой проникнуться его мотивами. И здесь ведь не поспоришь. Конечно, в этом случае никто не помешает оценить чисто техническую сторону Silent Hill 2, невероятную графику CGI-роликов, эффекты тумана, тьмы, освещения. Однако, что касается идей, заложенных в этой игре, ее эмоциональная часть все равно особо вас не растрогает. Anyway? What do you mean, anyway? I've never been so scared in my whole life! You couldn't care less about me, could you? No, I Then just... stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. Итак, ночное время суток, пасмурная погода и полная изоляция. Думаю, это идеальные условия для того, чтобы взяться за прохождение Silent Hill 2. Кроме того, в моем случае был и еще один немаловажный нюанс, который хотелось бы отметить. До и во время прохождения я не смотрел никаких обзоров и мнений о Silent Hill 2, не пользовался чьей-либо помощью, не заглядывал в какие-либо гайды и руководства. И самое главное, не читал ничего о концовках и о том, что нужно сделать, чтобы получить ту или иную из них. В общем, играл чисто интуитивно, без всяких ожиданий, искренне и вдумчиво, прислушиваясь лишь к своим чувствам и мыслям. В итоге на прохождение у меня ушло очень много времени, по-моему, даже не 1 неделя, не могу сказать точно. Помню только, что постоянно на какое-то время застревал на той или иной загадке, и от этого игра ощущалась довольно длинной. Но в итоге я, конечно же, ее прошел и получил одну из 3 возможных для первого прохождения концовок – уход. Да, это была моя концовка, первая и единственная за много лет. Я не знал и почему-то даже не думал о том, что их может быть несколько. И неудивительно, другие концовки получить намного сложнее. Для этого вам нужно было совершать не очень уж очевидные действия. Например, несколько раз читать письмо от Мэри в своем инвентаре, там же рассматривать кровавый нож, который вам дала Анжела, постоянно навещать Марию в палате больницы, следить, чтобы ее не ранили и тому подобное. В общем, надо признать, что мало кто выполнял эти условия. Даже после прочтения записей с подсказками в самой игре, самостоятельно додуматься до всего этого крайне сложно. Да, для тех, кто не знал, в Silent Hill 2 были подсказки к альтернативным концовкам. При втором прохождении отыскать их можно было в апартаментах Вудсайд, в комнате с манекеном, где Джеймс подбирает нагрудный фонарик. Найденный текст мог отсылать, например, к концовке Мария или к концовке в воде, в которой Джеймс признается, что больше не может жить без своей жены и совершает самоубийство. Now we can be together. Когда я узнал об этом, то тут же задался резонным вопросом: если концовок несколько, то какая все-таки из них каноничная? Покопавшись в сети, я узнал, что в отличие от первого Сайлента, где истинная концовка известна, так как ее называл Кейичиро Тояма, Silent Hill 2 по факту ее не имеет. Команда разработчиков Team Silent намеренно не дала по этому поводу никаких разъяснений, по сути предоставив игрокам возможность самим выбирать судьбу для главного героя, Джеймса Сандерленда. That's ridiculous. Однако позже появилась официальная книга Lost Memories, в которой авторы упомянули, что Джеймс ехал в Silent Hill с твердым намерением покончить с собой.
Из-за этого многие фанаты посчитали, что очевиднее всего плохая концовка в воде является самой логичной и верной. Кроме того, есть и еще парочка доводов в копилку этой догадки. В 4-й части «Тихого холма» с подзаголовком «The Room» было сказано, что сын Фрэнка Сандерленда, и уже даже подтверждено, что это был Джеймс, исчез в Сайлент-Хилле много лет назад. Тут и Гай Сихи, актер, сыгравший и озвучивший Джеймса, на своем YouTube-канале поддержал мнение фанатов и согласился с тем, что смерть главного героя – это единственная правильная развязка для этой истории. Актер связал это с довольно известным японским термином – мури шиндзю, которым обычно называют инцидент, где муж или жена убивают свою вторую половинку, а затем кончают жизнь самоубийством. Более подробно почитав про этот термин, я обнаружил одну интересную деталь. В художественных произведениях или театральных действиях такое самоубийство, естественно, является развязкой, а вот предшествуют этому чаще всего небольшие истории, флешбеки, которые рассказывают какие-либо счастливые моменты жизни этой семейной пары, раскрывая тем самым их отношения и чувства друг к другу. И это ведь очень похоже на то, что мы видели в игре, когда Джеймс постоянно вспоминает о своей мертвой жене, носит в кармане ее письмо и фотографию, думает о их особом месте, как они проводили там время и тому подобное. Так что же получается, в конце Silent Hill 2 Джеймс Сандерленд все-таки покончил с собой? Да, это вполне имеет место быть. Лично мне такие плохие концовки в играх и фильмах обычно нравятся даже немного больше, потому что, во-первых, они гораздо реже встречаются, а значит менее предсказуемы, а во-вторых, зачастую они вызывают более сильные эмоции. Однако в случае Silent Hill 2, как ни странно, дела обстоят несколько иначе. Я понял, что в этой игре лучшая для меня концовка – это хорошая концовка. И досмотрев это видео, вы в итоге узнаете, почему я так считаю. Да, как уже говорил, каждый вправе сам выбрать концовку для второго Silent Hill'а, какая ему больше понравится. В этом вопросе нет верного или неверного ответа. Команда Team Silent отчетливо дала понять это. Но все же я думаю, что во время разработки у них был определенный фаворит среди этих 6 концовок, та, на которую ставился основной упор. В своей книге авторы утверждали, что Джеймс изначально намеревался убить себя. Но что если, приехав в Silent Hill и побыв там какое-то время, он все-таки передумал и не стал этого делать? Что если в этом и заключался главный смысл всей игры? В том, что созданные в городе условия вынудили героя переосмыслить определенные события, посмотреть на них под другим углом и отказаться от совершения самоубийства. Помните такой фильм «Лестница Якова»? Там главный герой Джейкоб Сингер на фоне обыденной повседневной жизни начинал видеть кошмарные дьявольские образы и видения. Нам не объясняли, что это за видения и почему они появляются. Ясно было одно – с Джейкобом и его боевыми товарищами происходит что-то ужасное. Причем со временем ситуация лишь усугублялась, видения становились все реалистичнее, и никто не понимал, как и почему это происходит. Я спускаюсь в ад. Это самое подходящее описание. Они меня преследуют. Они выходят прямо из стен. Пол, я, кажется, знаю, о чем ты говоришь. Но вопрос здесь в том, было ли это каким-то наказанием за их прошлые грехи. Заслужили ли они подобной участи, или же это был их неосознанный, но все же выбор. Выбор своего дальнейшего пути. Оставить в себе все те ужасы, через которые довелось пройти, продолжать бояться, или оставить все в прошлом, перестать корить себя, поменять точку зрения и постараться мысленно освободиться от всего этого. Если ты боишься умереть и все-таки держишься за жизнь, ты постоянно видишь, как демоны отрывают от твоей души огромные куски. Но если ты успокоился и смирился, то демоны превращаются в ангелов, которые освобождают твою душу от земных уз. Все зависит от твоей точки зрения. В этом фильме у главного героя была явно непростая судьба. Однажды днем на дороге погибает один из его сыновей, и эта страшная трагедия не только повергла его в депрессию, но также и подтолкнула к решениям, которые можно условно назвать неправильными. Нам показывают, как он ушел от своей светленькой жены к любовнице Джезабель, поменял профессию и, в общем, всячески отдалился от своей прошлой жизни. То есть, как бы самостоятельно выбрал свою судьбу. И это в итоге приводит к весьма печальным последствиям. Все нормально, Джейк. Прекратите, вы меня убиваете! Однако под конец фильма, прислушиваясь к своему другу и лечащему врачу Луису, главный герой меняет свое решение и выбирает другой путь.
вернуться домой, к своим детям и жене, от которой он когда-то ушел. Я знаю дорогу. Послушайте, вот все, что у меня есть. Отвезите меня домой, пожалуйста. И где же твой дом? «Лестница Якова» — это культовая лента, которую многие, возможно, не поняли или интерпретируют по-своему. Однако одно можно сказать наверняка. Джейкоб Сингер в конце фильма принял судьбоносное решение, после которого нам показывают, что теперь его судьба уже не такая темная и пугающая, в отличие от судьбы некоторых других персонажей. Итак, в фильме присутствует персонаж, который переживает нечто похожее, что и главный герой. Однако пути их в конечных точках диаметрально противоположны. Это весьма примечательный момент, потому что подобный персонаж также есть и в Silent Hill 2. Почти в самом начале на кладбище нам показывают Анжелу, трагичное прошлое которой раскроется немного позже. Когда мы встречаем ее во второй раз в апартаментах в комнате с зеркалом, девушка настолько подавлена, что кажется вот-вот готова покончить с собой. Джеймс пытается убедить ее в том, что это не выход, и просит отдать ему нож. Несмотря на то, что Анжела поддается на уговоры Джеймса, в конце игры мы убедимся в том, что она до сих пор так и не поменяла своих намерений и по-прежнему полагает, что кроме как совершения самоубийства, другого пути у нее попросту нет. Также она считает, что ее темное прошлое – это то, что она абсолютно полностью заслужила. Именно поэтому Анжела постоянно видит огонь вокруг себя, то есть воспринимает это как огонь. Так же, как и в фильме, Пол Гранжер воспринимал творящиеся вокруг ужасы как спуск в ад и персональное наказание за свои грехи. В отличие от Анжелы, Джеймс с начала событий игры не помнит своего травмирующего прошлого и того, что он сделал. Поэтому, если даже раньше у него и были мысли о самоубийстве, то теперь их уже нет. Впереди ждет путь, выстроенный на основе его же разума, путь, который предоставляет шанс изменить точку зрения и не совершать самоубийство. Помните такую локацию в игре – лабиринт? Когда Джеймс преодолеет его темные запутанные коридоры, то в конце он найдет небольшое кладбище с несколькими могилами и надгробиями. Примечательно здесь то, что одно из этих надгробий принадлежит Уолтеру Салливану, который, как мы знаем из газетной статьи, убил себя в тюремной камере. Поэтому здесь его могила полностью засыпана, что как бы подчеркивает тот факт, что он уже выбрал свою судьбу, в отличие от других двух персонажей, надгробия которым уже поставлены, однако могилы землей полностью еще не засыпаны. Это ведь не может быть совпадением. Авторы создали эту локацию и надгробие с могилами не просто так, они сделали акцент на этом. Тем более, что третья незасыпанная могила принадлежит Джеймсу. 3 персонажа и 3 пути, которые в данном случае неуклонно ведут к смерти. Однако пока еще есть шанс переосмыслить выбранную дорогу и вынести самому себе верный и заслуженный вердикт. Так что же мог выбрать Джеймс Сандерленд согласно повествованию? Когда на лестнице в подвале отеля он снова встречает Анжелу, та просит вернуть ей нож. Эта сцена идет уже после той, в которой Джеймс смотрит видеокассету и вспоминает о том, что сам же и убил свою жену. Однако в диалоге с Анжелой мы видим, что мыслей о самоубийстве у него как раньше все равно не возникает. Кроме того, перед финальной битвой он признает, что был слаб и что ему нужен был кто-то, кто покарает его за грехи. А теперь он узнал правду и хочет покончить со всем этим. То есть он переосмыслил свою дальнейшую жизнь и больше не хочет быть наказанным, как раньше. Он взял себя в руки и стал сильнее. Странно после всех этих сцен и фраз об осознании видеть концовку в воде, в которой он снова сдается и не хочет жить. В моей голове это просто не укладывается. Раньше в сети блуждала теория о том, что тело убитой Мэри все это время находилось в багажнике автомобиля, на котором Джеймс приехал в Silent Hill. Позже эту догадку подтвердил Масахиро Ито. Почему бы и не подтвердить, теория ведь интересная. Если вы проходили игру примерно в той же манере, что и я, то в конечном итоге вас ждала концовка «Уход». В тишине Мэри читает прощальное и очень трогательное письмо, а на фоне мы видим, как Джеймс пересекает небольшое кладбище из начала игры. Но почему нам показывают именно это место?
Не потому ли, что главный герой, переосмыслив свой поступок и жизнь в целом, вернулся к машине, забрал бездыханное тело жены из багажника и похоронил ее на этом самом кладбище? Кладбище Сайленд-Хилла, города, в который Мэри так хотела вернуться. Городе, в котором она когда-то была так счастлива со своим любимым мужем.